Здравствуйте! Добро пожаловать на мой канал. Здесь мы решаем задачи по программированию. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. Погнали! Сегодня задача 1458, уровень Hard. Найти максимальное произведение двух подпоследовательностей. Даны два массива nums1 и nums2. Нужно вернуть максимальное произведение двух непустых последовательностей из num1 и nums2 одинаковой длины. Подпоследовательность массива — это такая последовательность, которая получается удалением какого-то количества элементов одной последовательности без изменения порядка. При этом можно удалить 0 элементов. Так, рассмотрим примеры. Проще, скорее всего, нарисовать их. Так, пробую нарисовать табличку, по которой в строке будут числа nums2, 3, 0, минус 6. А по горизонтали, а по вертикали числа из nums1. То есть 2, 1, минус 2 и 5. Теперь попробуем посчитать вручную, как мы можем получить максимальные подпоследовательности. Будем брать числа по очереди и смотреть, как мы можем получить максимально большую сумму. Будем заполнять табличку с левого верхнего угла в правый нижний. И наш ответ будет в самой последней ячейке правого нижнего угла. То есть для примера, для первых пары чисел у нас нет другого варианта, как добавить их произведение. В данном случае, в любом случае, максимальная сумма — это сумма этих двух чисел, это 6. Для следующего числа, однерки, мы можем уже смотреть результаты предыдущего числа, либо текущее произведение. Текущее произведение 3. Получается, если у нас есть два числа одной последовательности, это 1 и 2, и у второй последовательности берем только тройку, то наибольший результат будет, если возьмем подпоследовательность 2 и 3. Соответственно, тут произведение тоже будет 6. Аналогично для третьего числа, потому что текущее произведение — это минус 6, а предыдущий лучший результат 6. Поэтому оставляем его. Для третьего числа, для четвертого числа, для пятерки, лучший результат — это текущее произведение 15. Далее, для нуля. В данном случае, если мы рассматриваем последовательность из 3, 0 одного массива и только двойки у второго, то лучший результат будет по-прежнему произведение 2 и 3. То есть берем значение предыдущего столбца 6. В данном случае аналогично. Произведение текущих ячеек 0, у предыдущих 6 в обоих направлениях. Поэтому оставляем также 6. Здесь аналогично.
И для последней ячейки наилучший результат — это результат слева, то есть 15. Аналогичным образом попробуем заполнить последний столбец. У него тоже текущее значение — это минус 12. Соответственно, лучший результат — это значение предыдущего столбца, это 6. Аналогично здесь тоже 6. Здесь интересней. Текущая ячейка в произведении дает минус 2 на минус 6. Это 12. 12 лучше, чем соседние ячейки. Но тут еще мы можем встретить по диагонали. Это значит, что мы можем использовать лучший результат для подмножества 2, 1 и 3, 0. И к нему добавить новые два значения, минус 2 и минус 6. То есть, соответственно, общий алгоритм такой. Мы смотрим лучший результат подмножества меньшего размера, то есть квадрат по диагонали, который идет с индексом минус 1. Либо второй случай, это смотрим, что соседние ячейки по горизонтали или по вертикали больше, чем сумма лучшего результата по диагонали и текущего произведения. В данном случае текущее произведение с суммой значений по диагонали — это 18. В данном случае лучший результат 18. Аналогично ниже. Текущее значение — это минус 30. Минус 30 в сумме со значением по диагонали минус 6 — это минус 24. Значение слева 15, сверху 18. То есть получаем лучшее значение 18. В итоге имеем, что лучший результат с учетом всех ячеек — это 18. Это и есть наш ответ. Он ровно такой, как и в примере. Теперь попробуем это реализовать. Для начала заведем переменные для суммы, для количества элементов обоих массивов. M — это количество элементов в первом массиве, и N — количество элементов во втором массиве. Далее заведем переменную dp, в котором будем хранить текущие результаты. То есть это значение в ячейках. Изначально инициализируем их минус бесконечностью. Чтобы ее получить, ее можно получить из пакета math.inf. Минус math.inf. Умножаем на n плюс 1 для элементов в диапазоне от 0 до m плюс 1. Таким образом, у нас получится двухмерная матрица, инициализированная минус бесконечностью. Теперь в цикле по строкам и столбцам. И вычисляем следующее значение. dp и плюс 1, и плюс 1. Как мы смотрели
на схеме в табличке у нас тут 3 варианта. Мы сравниваем предыдущие значения dp и j плюс 1, либо dp и плюс 1 j, это соседние значения, либо максимальное значение от 0 до dp и j, это значение по диагонали. 0 здесь нужен для случая, когда у нас нет диагонального элемента. Иначе мы получим минус бесконечности, что неправильно. Так как в случае нашего примера должно быть самое минимальное число, это не минус бесконечность, а произведение этих двух чисел. То есть для первой ячейки самое меньшее значение должно быть 0. То есть максимум от значения по диагонали и произведение текущих ячеек. Нам с 1 ит и нам с 2 j. И возвращаем dp mn. По идее, должно быть все решение. Посмотрим. Тесты прошли. Попробуем отправить результат. Решение принято, все хорошо. Всем спасибо за внимание.